Так, ну что, потихоньку можно запускаться. Сейчас только проверю все. Так. Да, вроде бы все норм. Так, сейчас я, кстати, пробую новый медиаплеер. Ну как новый, VLC. Он не совсем новый. Хочу знать, как вот он будет работать вместе со стримом и всеми делами. Будет ли все зависать? Надеюсь, что нет. Так, ну что ж, час дня. Дневной стрим. Сегодня, наверное, долго не буду. Так как утром пришлось тут кое над чем поработать. Поэтому сегодня как-то не особо есть желание долго зависать в игре. Поэтому, если получится, так, чисто пару данжей, может быть, поспамим. Но ну, наверное, может быть, даже в эту неделю, да, в ближайшее время, может быть, получится, короче, вместе сыграть с девушкой. Посмотрим. С ней уже поговорил. Так, книгу в библиотеку надо отнести, да. Ну ладно, так уж и быть, пофиг. Квест хоть и совсем старый. Но почему бы нет? Так, что по данжу? Танков снова нет. Так, кожевничество, да, у меня там. Да, все верно. Тяжелая. Как она там называется? Толстая кожа, толстая, да. Так, ну хз, что-то есть ощущение, что все-таки все равно FPS проседает, блин. Так, прист, рога и танк. Посмотрим, как тут работать будет скада. У меня, по-моему, скада никогда не было. У меня обычно были всякие доктор дэмэдж, TPS метры и так далее. Надо, видимо, тут еще что-то настроить. А, тут прям общая показывает совсем. Ну ладно. Давайте damage. Угу, понял. То есть можно просто вот так вот смотреть. Так, получается, следующий левел, кстати, скоро будет 50-й, вот уже вот-вот. Я уже смогу через древо играть.
Так, сейчас кинем ходки. Так, а эта пачка уже больше. А, он левелапнулся. Ладно, нормально. Level up. Я так понимаю, разбойник тоже хитрожопый скинер. Так, ладно, давайте отхилим вот так вот. Целый кусок. Теперь немножко поспаем, кинем ходку. Нормально, чё? Нормально. Думаю, тут я еще сильно не буду, наверное. Да, тут я еще не буду пользоваться древом. А вот следующий данж уже пойду через дерево играть. Потому что там все-таки надо будет панельку по новой настраивать, закидывать все эти способности. Так, ну нормально. Живем. Так. Тут-то сняли. Блин, ману-то попить надо. Ладно, сейчас я ему накину ходки, я успею. Он не так уж и сильно получает урон. Не всегда, точнее. Вот гондона. Хер тебе. Урочья морда. Так, а damage? Я бы хотел увидеть именно общий. Current fight. Нет, не total, давайте. Вот так вот. Так, давайте поспамим, наверное, просто хил. Вот так вот.
Нормально. Нет, танк хорош, танк хорош. Вообще просто никаких вопросов к нему. Я просто тут еще немножко залипаю. Не особо сильно концентрируюсь на самом файте. Так, мана не осталось совсем. Давайте не откажемся. От плащика. А, смотри, тут все занидали. Обычный плащ на дух. Ну ладно. Надо бы, короче, как попробовать вообще просто тупо без музыки. Так, ну если танк не идет, тогда я не иду. Так, хорошо. Мгм. 15 выносливости, 15 ловкости. Понял. Так, какие у меня там внизу были? Второй, третий и последний ранг, да? Тут третий. Тут был последний. Регрофт у меня есть нога. Все вот эти остальные тоже, по сути, есть. Мгм. Остается мана. Напитки и мана.
Получается как-то так. И что у нас еще по спелам будет? Wild Growth. Тоже это будет ходка, получается. Еще одна ходка будет. И, по-моему, на 80-м я не собираюсь прокачиваться до 80-го. Хорошо. Так. Что у нас будет тут? Gift of the Wild. Угу. Healing Touch будет 9 ранг уже. Так, ну я думаю, наверное, можно телепортнуться в Монглейд и там сгонять к тренеру транспорта. А по 45 голды или сколько стоит обучиться? Вот только я не помню, сколько сам маунт стоит. Надо будет, наверное, поделиться голдой. Как раз меня вот скинули на ДК. По-моему, обучение стоило 45 где-то с копейками, а вот сам маунт вроде бы 9 золотых. Мне, получается, наверное, не хватит. Ну, надо будет переслать. Перешли, все будет окей. Тогда еще посмотрим пару данжей. Учитывая, что я уже 51, получается, либо меня опять закинет в БРД. Я надеюсь, что в самую стартовую часть, потому что там, где нужен ключ, он не всегда есть. Либо в тот же затонувший храм. Затонувший храм. Там можно всяких синих шмоточек повыбивать. Я вот не знаю, это, наверное, фишка Вармейна получается. То, что они подкрутили шанс дропа. Именно баешек. Ну и плюс там очень много зеленых драконов, которых можно снимать шкуры. Правда, там, по-моему, будет уже другая. Не толстая, наверное, уже совсем другая кожа. Нет, надо будет где-то пофармить толстой кожи. Либо как вчера. В сумеречном лицо. Либо еще где-то. Не знаю. Во Вьетнам как-то не хочется идти, потому что, ну... Словом Вьетнам это уже все понятно. Там слишком много игроков. Из-за квестов. В Калимдоре я особо как-то и не фармлю кожу. Ну ладно, кроме кратера Унгора, но это тоже еще рано. Для кожевничества. Ну, в принципе, ладно, да.
Вернусь, наверное, сюда. Там, где я вчера фармил. Но тут чуть позже. Сейчас надо прокачать нашего тигра. Так, ну-ка. Да, 45. Окей, а сам тигр? Постскриптум. Druids learn to fly for free with level 60. Don't waste. Спасибо, капитан Очевидность. Пипец, мне что-то там шумит за окном. Так, ладно. Колды все-таки хватает, правда. Тут, в принципе, можно этот мусор пока продать, который я тут сейчас набрал. Так, ну немножко голды поднял. Потом чуть что перекину со своего другого персонажа. Так, ну что, погнали дальше. Регаем. Кожу пока что скинем. Ткань, кстати. У меня второй друид, по-моему. Ему как раз руническая ткань нужна. По почте отправлю. Тут, по-моему, больше нету. Да. Так, ну что, опять танк. Окей. Ну, надеюсь, он также быстро появится. Тогда пока ждем данж. Пойду фармить кожу. Сегодня утром, по-моему, когда я заходил в Warcraft, или это было вчера вечером, не помню. Орда активно убивала флаймастера в Штормграде. Как же они меня бесят. То банкиров, то флаймастеров убивают. Есть даже вероятность, вот то, что я сейчас вот лечу в Сумеречный лес, что даже здесь он будет какой-нибудь ордынец, который ганкает людей.
Так. Так, ну что, подлетаем уже. Так, ну тут вроде относительно все спокойно. Всего лишь пара трупов. Да, NPC все живы. Нормально. Надо будет еще протестировать аддон, который я тут поставил дополнительно. И у меня же тут стоит Скада. Сейчас Газерер поставлен и Атлас Лут. Точно, Атлас Лут можно сейчас прям посмотреть, что у нас тут. Blackrock Depths, допустим. Ну окей, тут ладно, тут все работает, все хорошо. Так, ну я думаю, тут я еще пофармлю эту кожу толстую. И будет нормально. Так, там у нас нету. Так понимаю, здесь кто-то был. Не все NPC респаунулись. Так, это у нас что было? Ну, такие у меня уже падали вчера, по-моему, 2 штуки даже. Так. Ну-ка, а если мы отрубим? Вот если так сделаем, посмотрим, как будет. Так, ну пока что вроде все плавно. В принципе, конечно, есть еще мысль у меня загрузить мои плейлисты просто в YouTube, в закрытый доступ, и все.
Сумки довольно быстро забиваются, я смотрю. Так, а что у нас по коже? Получается только 2 толстые кожи. 10 средний. Блин, как-то не катит это. Не нравится. Надо вспоминать, где еще можно. Ладно, в принципе, кстати, Вьетнам тоже можно. Недалеко от арены, там за ареной. Можно ящеров пофармить. Вот как это безопасно будет? Это уже второй вопрос. Можно попробовать туда сгонять даже прямо сейчас. Друид только резнулся. Пол хп, пол маны. Убили, наверное. Надо вот как-то проскользнуть чисто так. По таким дорогам. Где мало игроков. Так, а здесь, конечно, уже начинается. Куча трупов просто. Так, получается, мне надо где-то вот арена здесь. Мне вот сюда надо. Ну, в принципе, можно тут по краю так обойти. И будет нормально. Там вот можно будет переплыть, и уже будут появляться ящеры нужные. Так. Что у нас тут? Кстати, тут вроде тоже были какие-то ящеры, я помню. Так, тигренька Холлоу 34-й. Наверное, маловато еще. 38-й, наверное, нужно, чтобы стабильно толстую кожу получать.
Так, а тут у нас стражи, по-моему, 65-го левела, да? Так, ну вот это вот место, оно довольно популярное для фарма. Для фарма кожи. Тут же как раз по квесту находится элитный ящер. Ну как, по-моему, уже в Личе он, наверное, уже не элитный. Так, а ящер 41-й. Хорошо. Вот здесь можно потихоньку начинать. Not ready yet. I can't do that yet. Так, тут уже, конечно, получается thick leather. Вы издеваетесь. Пятнадцать минут в очереди. День. Heavy leather. Странно. Ладно. Давайте пока еще тут пофармим. I don't have a target. В принципе, да. В принципе, можно и здесь пофармить. Я так смотрю, тут что-то типа границы между вот толстой кожей и следующей, которая там по-английски идет. Thick leather. Плотная получается. То есть вот здесь как раз можно и оформить. Как раз по каждому очереди. Блин, как-то быстро прошло уже 17 минут. Я ожидал, что днем как-то будет активнее, но ладно. Кстати, точно. Насчет активности надо глянуть, какой онлайн. Так, ну-ка. 9792 человека, ничего себе. Странно. Тогда складывается такое впечатление, как будто, я не знаю, либо это нарисованный онлайн, либо прям действительно подавляющее большинство игроков это high-level игроки. Хотя я новичков тоже очень много видел.
Так, ну так долго в очереди я, конечно, стоять не буду. Как я и говорил, сегодня чисто такой ненадолго стрим. Так. Ну да, в Лич Кинге он уже не элитный. I can't do that. Need more rage. Так, я надеюсь, он их лутает. Блин, как же они быстро исчезают. Жаль. Да, играя, конечно, за рестор друида, не очень быстро все идет. Чисто так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Непривычно. Я все же люблю, когда можно прям пачками собирать. Так, успею. Да блин. Сколько там, минута проходит? Так, 23. Блин, странно. Ну ничего, когда я буду играть за Протпала, тогда, соответственно, очереди не будет по танкам. Не думал, что танки вот прям настолько в дефиците.
Так. It is too far away. Так, ну долго я ждать не буду. Это еще минуток 20, наверное. Я уже буду закругляться. Лучше подготовлюсь тогда уже к завтрашнему стриму. Мгм. Ready. Точно. Rejuvenation можно на В поставить. А то оно как-то не побуждает. Из-за нет, ну, во время бега можно превратиться обратно в альфа. Это было бы удобнее. Так. И вот так. Думаю, вполне удобно. О, это хорошо. Наконец-то хоть какой-то данж. Так, Blackrock Depths. Понятно. That's nice. I can't cast that yet. Какая пафосная музыка, однако.
Так, ладно, может быть, Swiftman можно и на пятерку. Или нет? Надо тут просто как-то привыкнуть. Sync, Disabling Hardware Cursor. Хорошо. Ну что ж, попробуем. Так, сейчас я быстренько скрин сохраню. То, что он мне там посоветовал. Так, все, есть. Погнали дальше. Блин, кайфовая часть, кстати. БРД. Вот эта вот стартовая. Быстро проходится. Можно еще и кожу пофармить. I can't Так, pass ну-ка давайте накинем ходки. Так, ну вот если они захотят продолжить, то я тогда продолжу вместе с ними. Если нет, тогда, наверное, сегодня не буду особо затягивать долго. Не знаю, может быть, еще один данж пройдем.
Ну да, я, по сути, понимаю, что он имеет в виду. That's still recharging. I can't cast that yet. Так, кидаем. Нормально, нормально. Так, ну я не знаю, он мне тут посоветовал, короче, в настройках вот эту вот галочку убрать и чуть что еще вертикальную синхронизацию, я так понимаю. Ну, хаза. У меня лишь была теория то, что у меня, возможно, из-за музыкального плеера именно во время стримов чуть-чуть так проседает FPS. Хз, сейчас вроде все плавно происходит. И не знаю, как это вот отображается на самом стриме в картинке. Без понятия. Но это прям дико меня бесит. И самое неприятное то, что я не могу толком разобраться и найти проблему. А ё-моё. Слили. Ладно, давайте я кину БР. А, блин. Ладно. Подождет. It's too far away. Так, что это за плащ? Ну, такой себе. Я не знаю, я еще, в принципе, подумаю скачать Сиклинер. Но бывает такое, то что вроде бы иногда этот Сиклинер помогает, а вроде из-за него еще хуже становится. И еще только сильнее начинают игры подвисать. Потому что вдруг там после исправления каких-нибудь ошибок еще хуже только становится. Потому что удаляются какие-то старые файлы, там, я не знаю, кэш какой-нибудь удаляется или что там. I'm out of range. Так, ну вот затонувший храм это, конечно, хорошо. Это нам надо. Так, а что вообще вертикальная синхронизация сделает? Ладно, давайте. Уберу. Тогда завтра уже на следующем стриме попробуем именно вот уже с музыкальным плеером. Посмотрим, как он будет сильно нагружать систему или нет. А вот Сиклинера, конечно, не хочу пробовать. Только если прям вот в самый крайний случай. Блин, надо было мне сумки почистить. Still recharging. Так. Надо
почистить сумочки. Так, мне кажется, звук тоже немножечко громковатый. Looking for something specific? Так, сейчас мы тут все это быстренько продадим. Надо будет скачать аддон, который сразу весь мусор продает. Тоже чуть-чуть поднадоедает так постоянно кликать. Так, ну я думаю, нормально. Так, что там выпало? Очередная какашка. I buy and trade. Так, все, возвращаемся обратно. Побежали. Так, талант один есть. Давайте проапгрейдим. Какой еще дроид? Я друид. Делаем вид, что помогаем в бою. Интересно, кстати, по-моему, получается, я прокачиваю все равно навык владения посохом. Так, ну прикольно, потихоньку я уже начинаю вспоминать, как это было играть деревом. Мне нравится. Вообще на расслабоне. По большей части просто тупо ходки раскидываешь и кайфуешь потом. Так, как этот шлем выглядит? Ой, фу, бля. Надо будет убрать. Такая внешка мне не нравится. Как будто какой-то котелок на голове. Так, интерфейс. Там дисплей. Дисплей helm. Ну, плащ. Ладно, плащ тоже. Не всегда люблю, когда плащ показывают. Так, ну пока как-то не очень прет с лутом. Тем более у нас тут два кастера. Поэтому если падает какая-то шмотка тканевая, то, естественно, они могут нидать, а я вот нет. А у меня потихоньку, ну, такое. Да, у меня шмотки... Штаны на 15 левел. Серьезно? У меня до сих пор кольца нету одного еще. Получается, если у меня был бы хотя бы зеленый шмот примерно моего левела, я вообще, наверное, мог чилить. И не потеть так сильно. В том же БРД. Наручи, кстати, хотя бы вчера поменял. А то у меня там были наручи на 11 левел. Тканевые. Давали +2 к интеллекту и 1 дух. Вообще позорище.
Так, что у меня тут еще такого есть? Нагрудник еще нормально. О, плащ. Плащ, кстати, тоже. 13 левел, 1 интеллект и 2 духа. Кошмар. Так, это что? А, это только снижение атрибутов. Ну, это фигня. Я, к сожалению, магию не могу снимать. А вот маг, я вот не помню, маг, наверное, может снимать магию. Магические эффекты диспелить. Если не ошибаюсь. Ну да, такое. Посох до сих пор вот с этих мертвых копий. Повезло, кстати. Выиграл ролл. Ну, это уже давно было. Так, меня захектить пытались, да? А то я там видел Нихера себе. Иммунитет у меня был. Let's do recharging. Такое себя. Чисто для ближнего боя. Не знаю, что-то мне подсказывает то, что маги могут диспелить как магию, так и проклятие. Просто он ни разу не пробовал. Так-то паладины могут. Ну, это ноубрейнер. 40 какого-то 44 или 46 у них появляется. Чище. Присты могут, по-моему, да. Может быть, я перепутал с пристами. Ё-моё. Сейчас эти два занидают. Ну да. Блин, везет им. Тут очень много тканевых шмоток будет. А кожаных, кстати, точно. Мне же Атлас Лут есть. Я его приобрел. Так. Sunken Temple получается. А, нет. The Temple of Atalhakar. Так, сейчас охотки накину, проверю. Что тут у нас есть? Так. Надо переместить, наверное, куда-нибудь, не знаю, сюда, что ли. Или тут будет от ПВП что-то. Как-нибудь сюда. I can't cast that yet. Не успеваю даже толком посмотреть лут. Так, спауну Хакарну это мы делать не будем. А что там с Иранникуса, кстати? Ну, что там, Элоис? О, хилит.
А, точно. Шея. Да, кстати, я за баланс друида же играл на выходных. И тоже проходил вот этот вот данж. Sunken Temple. И, по-моему, выпало, да, вот щит вот. Щит выпал. И вот эта вот шея. На 6 выносливости, 10 духа и spell power. Так ее почему-то какого-то хрена решил занидить разбойник. Который еще потом, когда я ее выиграл, заролил. Вот я с ним ролил. Он еще и пытался меня уговорить, чтобы я ему отдал почему-то эту шею. Как-то, я не знаю, меня это немножечко удивило. Учитывая, что еще чувак был с несколькими шмотками наследуемых предметов. Там точно были наплечники наследуемые у него. Такой странный чувачок. Он с нами и в Зульфараке был, и он там, я не знаю, чуть ли не половину всех шмоток он постоянно пишет в чат need, и все забирает потом тупо. Так что, в принципе, есть шанс залутать вот эту шею. Блин. Поставил прямо за этой. Так вот. Так, Лоро. Это, походу, был последний. Опа. Наконец-то. Замена. Причем сколько здесь стамина? Уф. Плюс 17 и плюс 15. Так, ну что, прыгаем. Так, теперь можно, наверное, нафармить кожи, я так понимаю. 31 место у меня есть. Хорошо. Понеслась. Так. А, тут еще и отдельная специальная какая-то шкура. Зеленая. Которая нафиг не нужна. Так, давайте-ка обновим ходки. Так, ну хотя бы кольцо я могу нидать. Я буду нидать. Так, ну понятно. Не повезло. Так, вар там еще живет. Давайте накинем ходки. Не успеваю снимать шкуры. Пипец, я жадный. Так, ну нормально, танк живет. Он, к счастью, довольно одетый. I can't cast that yet. Так, ну такой кинжал мне не нужен. Давайте разыгрывайте быстрее. Ладно, тормоза. Тролли его будут пробивать, это точно. Тем более тут же эти потом призраки спаунятся. Not still recharging.
Так, а теперь мне эфир кинули. Ну, живи, Вар. I can't cast that yet. Вот так вот. Да в смысле? Кто кинул фир? That spell isn't ready yet. Что-то как-то долго на мне висел этот призрак. А чё так много спулили-то? Это, наверное, тоже из-за фира, да? А тут уже все добивают. Все, нет смысла тратить так много маны. Так, теперь поем. Покушаем. Сколько мы полкомнаты, получается, затащили там? Shield be down. Rise up, Atalai. Rise up. Так, Вара зафирили. Нормально, он в стену ушел. Так, они только в танка вроде фокусят, да? Нормально. I can't cast that yet. That spell isn't ready yet. That's still recharging. I can't cast that yet. That's still recharging. Просто из ниоткуда музыка заиграла. Это ордынская, по-моему, получается. Такая же в столице. Разброс громкости, это, конечно, что-то. Мне, по-моему, минимальный сейчас там в настройках стоит. В настройках Варкрафта. The Soul Flayer comes. Сколько у меня там стоит? Общая 11%, тут тоже на минималке. Ну, тут чуть больше музыка, да, стоит, ладно. Join us. That spell isn't ready yet. Че, он своего зарубил, что ли? Hakar shall live again. Сори. Вынужденная мера, как говорится. Давай, вставай. Все. Так, мне вообще хоть что-то выпало нормальное. Это только на продажу. Я, кстати, вот только на выходных узнал то, что через какое-то время эти два дракона исчезают. Я думал, они спавнятся и так вот, ну, пока не убьешь, как обычные боссы. А оказывается, нет. Мы просто начали так по кругу чистить, вот трэш зеленый, и он потом бац, эти оба дракона исчезли. I can't cast that yet. That's still recharging.
Так, ну что тут у нас падает? Ну понятно, это они заберут. 14 спирит. 7 спал пауэр. А хрен с ним. Они и так много чего не дают, поэтому я это буду нидать. Поэтому если еще какую-то одноручку выбьем. В БРД, кстати, есть возможность. Там, по-моему, кинжал есть. Кинжал и еще что-то. Тогда будет нормально. Не могут танку дать агро набрать. Я смотрю, там вар. Вот этот вот слишком рано начал. Так, ну это ладно, это грид. Блин, странно, вот когда промежуточной кожи нету, вот этой толстой кожи, но уже прям достаточно много есть следующей кожи, которую придется тратить потом на прокачку. Из-за этого мне придется вот на лоу-левелах локациях еще фармить. Учитывая то, что я рестор друид, это не так быстро будет. Думаю, это просто где-нибудь сделать, не знаю, вне стрима, чтобы этой фигней не заниматься. Так, а чё я сыграл? А, на ней еще ходка была на танке. Поэтому я агро поймал. От мага даже бафа интеллекта, оказывается, у меня не было. Если я смог забафать себя через этот вот свиток. Какой-то у нас маг непонятный. А, ну да. И правда. На Локи нету бафа интеллекта. И на мне, по всей видимости, тоже все это время не было бафа. Хотя по ДПСу вот общий, точнее дамаг, у него вполне себе. Очень даже хороший. Давайте, давайте, разыгрывайте быстрее. Я сниму шкуру. Так. Ну вот, единственный еще позитивный момент с ласт-босса, то, что с него будет дропаться тринька, которая дает квест, она вот выполняется вот там вот. И это плюс опыт, учитывая то, что это X7. Так, кого он агрит? Элементаля? Странно. Ну ладно. Пусть так. С другой стороны, это только и лучше. Так, и что выпало? В смысле, только шлем? Обычно две шмотки падают с него. Это странно.
Так, ну, видимо, танк покидает нас, да? Окей. Ага, по статам у меня тут лучше получается, но spell power я теряю. Пофиг, оставлю, наверное. Оставлю, наверное, те или... Интеллект же тоже, наверное, прибавляет spell power, и дух тоже. Сейчас мы это проверим. Ну да, разница чувствуется. Офигеть, у меня кольца до сих пор не падали. Потому что я вот это кольцо, это за квест я получал. В Сумеречном лесу, Легенда Сталвания. Так, давайте продадим мусор. Кинжалик, может быть, его оставить? Не знаю. Ну, гляну, сколько он будет стоить там на аукционе. Можно будет посмотреть цену. Если что, загнать подороже. Light blessing. Так, ткань и кожу можно скинуть пока в банк. Апну обилки и посмотрим. Если очередь будет большая на танка, там минут 5-10 подожду, то тогда я буду закругляться. Если нет, то еще один данж пройдем. Так, сейчас тут быстренько все это. У меня есть свободное? Да, есть свободное место, это хорошо. Ткань. Ладно, лучше сразу буду отправлять своему второму друиду. Меч скинем. Камни скинем. Тут тоже кожа. Точнее, не меч, а там нож, кинжал. Что-то наша гильдия совсем не развивается. С тех пор, как меня пригласили, там больше ничего не происходит, наверное. Да. Мертворожденная гильдия. Там уже сколько дней не меняется онлайн. Общий. Было 20 человек, правда, по-моему. Сейчас теперь 18, все. Хотя поначалу вроде так все хорошо начиналось. Там лидер довольно такой общительный. Парнишка. 20 золотых монет подкинул. И первые люди, которые были приглашены, они все так активно общались потом. Хорошо, друг с другом общались. Я там с одним паладином сыгрался, ходили. В монастырь Алого Ордена. И тут как-то все вдруг затихло. Так. Ну да, он давно не заходил, уже 5 дней не заходил, этот паладин. Так и остался на 41-м. Так, что у нас тут? Ну вот. О. Not bad. Ну что ж, погнали. А, вот мы где, да? Так, а где танк-то? Ё-моё, это что происходит вообще? Так, я даже не вижу. А где... Где он? Где его труп? Это кто у нас? Маг. Блин. Ух ты, нихера себе.
Нахера он запулил? Вы что, идиоты, что ли? Так а чё с танком вообще, не понимаю. А, да. Худший забег. Серьезно? Это он мне говорит, человеку, который просто сюда вот заспаунился и все. ГГ. Если третий ДПС не будет прист, или друид, ну или шаман, то это, конечно, будет тяжело мне. Не, кикать фара я не хочу. Надо, чтобы кто-то мог меня резнуть. Если нет, то я тогда зайду в данж, и я буду ливать с группой, пофиг. Уже тогда на штраф и буду заканчивать. Ну нафиг. Блин, какой-то... Просто чувак запулил целую армию. Так, и это у нас, скорее всего, маг. Да. Заебись. Классно. Как мне теперь добраться до туда? А, ну да, через глаз. Точно. Я резнусь, выйду из данжа, и потом через глаз к ним телепортируюсь. Логично. Как хорошо, что из классики помню практически каждый данж наизусть. Куда идти в случае смерти. Это, блин, влечет, тебя сразу телепортирует. А в классике нужно пробежаться. Причем тут же еще много этих всяких разных неписей. Кто-то элитный, кто-то нет. Далеко не все живые, полностью живые добежали. Могли бы добежать, там, не знаю, кто-то ганкает, кто-то еще что-то сделает. Так. Так, сейчас мы сразу заранее побьем. Покушаем, что у нас тут есть. И перезайдем через глаз. Я попаду туда. По крайней мере, я должен так попасть. Они уже все? Нет, не все. Разбойник еще не там. Маг в Аргримаре. Кучка каких-то недоразвитых. Так, теперь делаем ТП. Ну и дальше я могу через стелс пройти. Рога, в принципе, тоже может через стелс. А вот как маг пройдет, хз. Это надо будет звать обратно танка.
Я так понимаю, они скидывают всю вину на танка. Интересно. Там что, дурачок на танке, что ли? Так, сейчас надо найти этих хранителей огня. Видимо, из-за этого у них тут что-то пошло не так. Кстати, с тех пор, как они мне посоветовали вот убрать галочки там в настройках, у меня вроде все плавно идет в игре. Очень даже неплохо. Так. Ну что ж, пойдем. Кто у нас тут? Все? Все на месте? Мы, кстати, на выходных, по-моему, да, я тоже вот, когда играл за своего баланс друида, это просто мрак. Тотальный мрак был. Вот мы тоже здесь зависли очень и очень надолго. Я вот не помню, тут тоже какой-то дебил с нами был в группе. А, 2 ханта, короче, да. 2 ханта, и они просто вообще не умели управлять своих питомцев. Они пулили все подряд. И после того, как, я не знаю, через минут 30 мы разобрались вот с этими вот жаровнями, чтобы открыть дальше ворота, мы дошли до финального зала, где сидит босс. Таурисан. И эти дебилы просто взяли и сагрили половину комнаты, и мы просто слились. Просто клоуны какие-то. И в итоге все, мы просто взяли и распустили тогда. Распустили группу. Так, надо кинуть метку на хранителя. Так. Кинжальчик. Все, ставьте. Вот и все. Ничего сложного. Главное, спокойно. Так, сейчас я пью. И ем. Понятно. Все-таки... А, ну ладно, он, может быть, и просто не успел. Они довольно быстро спавнятся. Поэтому, ну, не страшно. Ну, давай, погнал. Ауч. It is too far away. А типа забурстить не было? Судьба, конечно. Разбойник что-то там долго терся. Варова вообще в угол загнал. Как бы не обязательно, наверное. Но если там нету огня, то это хорошо. Да, тут вроде бы как нет огня, это хорошо. Так, ну поможем в ближнем бою. Сойдет. Так, вот у меня есть еще тут
7 spell power и 14 спирита. Ну, я думаю, тут просто без вопросов забираем себе. Так, чуть-чуть я, конечно, напрягся. Потому что на варе висел этот вот... смертельный удар, или как? Ну, Mortal Strike, короче. Он снижает просто поступаемый хил довольно значительно. А он это вот запулил сразу 2 пачки. Тут надо быть, конечно, аккуратно. Просто лишний вайп. И это ГГ. Так, ну ладно, у меня еще так-то иннервейт, конечно, есть. Ну ладно. Не люблю тратить все запасы. Все, отлично. Сейчас он читает. Не знаю, по мне так нормальный танк. Че они его обсирали? Некоторые танки танкуют нормально, но чат, допустим, не читают. Это вот тоже меня бесит, как хила, допустим. Когда просто всегда на бегу. Что успеваешь, что и попьешь. Да, нормально, сойдет. Он, правда, как-то получилось так, что он запулил тут вот всю верхнюю комнату. И вот тогда я, конечно, занервничал. Это вот когда мне пришлось использовать вот эту способность Tranquility. А она у меня не улучшенная. По талантам я ее не улучшал. Поэтому, когда у нее целых 8 минут, и хилит она не так уж и хорошо, на самом деле. Так, где она там? Да, вот, целых 2 очка. Сюда надо. Так. Иди сюда. Так, я надеюсь, я там правильно талант поставил. Living Seed. Вроде бы должна быть хорошая, полезная штука. Тем более, у меня вроде бы тут особо некуда. Ну, кроме крита, конечно. Ну, тут чисто так, 1% такая себе тема. А тут, по-моему, это что-то типа дополнительной ходки или что-то типа того. Я просто из английского перевода далеко не всегда могу понять полностью. Уже позабывал все. Так, ну что-то остается там, еще наверху надо будет разобраться. Так, шип у него еще на 2 минуты. Я не понимаю, разбойник, вот что это вот он делал? Почему он пулит? It's too far away.
А, да. Спулили все-таки босса. Ну, я фуловый по мане, как бы, поэтому ну, нормально. That's still recharging. I can't cast that yet. Пипец его, конечно, просадили. А, тут еще и Рога умирает. I can't cast that yet. That's still recharging. Нормально, живем. Профессионал за рулем. Хорош. Так, что тут? Это фу. А это кожа, кстати. А, ну тут сила и ловкость. Такое мне не нужно. Так, ну вывод какой? По-моему, тут долбоеб это разбойник. Потому что он с хантером там потом, там вот с охотником пулил вот эту кучу мобов, во-первых. Во-вторых, он тут пулит с лука. Не использует стелс. Я не знаю, в целом он его использовал или нет. Так, чуть потише, блин. Но я заметил, как он пулил из лука. Вместо танка. Что не есть хорошо. Танк вообще играл молча, ни слова не сказал. Вообще ни слова. Все вроде нормально было. Ну, я не знаю. Естественно, я... Это все объективная моя, ну, то есть субъективная оценка, учитывая, что я не видел, что у них там происходило до этого. Если они там так сильно бесились. Так, что у нас выпало? Ладно. Давайте еще разок. Отлично, инстапрок. Пофиг, давай еще разок. И тут тоже не с самого начала, я смотрю. Ну что ж, окей, ладно. I can't cast that. Так, тут трэш разве что противный. Он довольно больно бьет арканшотами. Нифига, это что так шотнуло его? Лол. На нем же висели две мои ходки. Еще один разбойник на подходе. ДПС, наверное, просто не хватило. Что-то мне кажется, что с этим варом мы далеко не пойдем. Так, тут у нас что за разбойник? Ну такое. Так, а что у нашего танка? То есть танк идет с топором из этого вот СМа. Ты издеваешься, что ли? Still recharging.
Почему его так быстро пробивают? Может, так просто будем сливаться? Так, ладно. Хант у нас что имеет? Хант тоже. А, да. Это стартовый лук? Или это купленный, наверное, в стартовой локации еще? Это что за пиздец? Я, конечно, извиняюсь, но это... Это кошмар. Я надеюсь, это БМ Хант хотя бы. В таком случае. Судя по бафу, Quick Shots это БМ Хант. Блин, надо себя подхилить, иначе... Этот кастер меня сейчас завалит. По-моему, это БМ Хант. А, нет. Это ММ Хант. Блин, походу, я зря зарегал еще одну. Я тут умираю. Танк вообще плевать. Блять, куда я попал? Помогите. Так, накинем на него ходки. Анта похилим. Рогу похилим. Так, еще одну ходку. Одному и второму. Ну это что-то не то, я не понимаю. Просто первый раз вот такое происходит, чтобы вот так вот долго мы занимались вот этими боссами. Типа 7 дворфов. Это абсурд какой-то. Так, вот этот молот, по-моему, одноручный, да. Вот я его хочу себе. Отдайте мне молот. Я сейчас с разбойником его ролил, вы издеваетесь, что ли? Разбойник тоже дебил. Эх. Мне кажется, я уже начинаю гореть. А, у нас же ключа нету. Ну и отлично, мы не пойдем дальше. Надо двоих кикать и выходить из группы. Тогда не будет дезертира 30 минут. Это вот подсказочка такая для тех, кто попадает в вот такую ситуацию. Потому что нужен же ключ. Тенегорно. Чтобы пройти дальше.
У нас тут хоть и 2 целых разбойника есть, но, видимо, никто из них не собирается открывать. Или у них не прокачан скилл. И я так понимаю, никто из наших не знает, что такое кик. Так, и разбойника он хотел. Он точно нажмет, да? Все. Вот так это и делается. Остается штраф только на оставшиеся минуты, потому что там раз в 15 минут нельзя регистрировать подземелья, чтобы не спамить так часто. Но зато нету дебафа дезертира. 30 минут за то, что ты покинул данж. Очень удобно на самом деле. Так, ну ладно, в принципе неплохо. Я хотя бы выбил с того рана оффхенд, и сейчас мейнхенд выбил. И теперь у меня бонус есть какой-то еще дополнительный. А этот посох, по сути, ну, он уже морально устарел для меня. Он только статы дает. Немножечко тут еще выбил ткани, неплохо. Ладно. Я думаю, наверное, тогда на сегодня все. Буду заканчивать. Вышло немножко больше, чем я планировал. Я сегодня чуть-чуть хотел поиграть. Ну ладно. А завтра тогда, наверное, может быть, все-таки утром стартану. Стрим посмотрим. И, возможно, получится так, что завтра будем играть... Я буду играть за Протпала. И еще, может быть, девушка со мной будет играть вместе. Может быть, мы так попробуем. Если нет, то также зайду за друида поиграть. Посмотрим, как мы уже договоримся там с ней. Так что в целом как-то вот так будет на завтра такие планы. То есть стрим где-то начнется, ну, в 10, в 11, самое позднее в 12. Так что всем спасибо. До завтра.